Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, я рада приветствовать вас на своем канале «Красота в деталях». Какие разные бывают бантики и заколки, бывают строгие бантики. А сегодня же заколочки, которые хочу представить вашему вниманию, они легкие, воздушные, как мотыльки. Во-первых, будем делать их в белом цвете, вот из такой прекрасной ленты органзы или капроновой ленты шириной 7,5 сантиметров. В ходе работы родился у меня мой авторский лепесточек. Больше я пока ни у кого не видела такой, поэтому я спешу с вами поделиться своими достижениями и покажу сегодня, как сделать вот такие потрясающие заколочки, которые у меня получились, цветочки. Я очень довольна работой. Они такие нежные, воздушные. В качестве серединки тоже нашла такие бусины на леске, которые немножко даже так колышутся. Очень нарядно смотрится на голове у юной леди. Делаются не очень сложно, всего лишь у них 12 лепесточков. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной, попробуйте под моим руководством сделать такие бантики замечательные, сделать подарок своим девчонкам, сестренкам, крестницам, дочкам. И также можно их использовать как первосентябрьские бантики для первой линейки в школу. Итак, друзья, вооружимся всеми нужными материалами и начнем наш видеоурок. Итак, друзья, что нам понадобится для нашего нежнейшего воздушного цветочка на заколочке? Во-первых, сам зажим для волос длиной 4,5 или 5 сантиметров. Ширина у меня 8 миллиметров где-то примерно. Либо резиночка, если вы будете делать цветок на резинке для волос. Для цветка канзаши нам понадобится основа из фетра или, в моем случае, канвы для вышивки. Это тонкий и упругий материал, который держит форму. Диаметр кружочка 3,5 сантиметра. Основной материал, из которого будем делать лепесточки канзаши, это вот такая вот капроновая лента или лента органза шириной 7,5 сантиметров, 75 миллиметров. И для изготовления вот таких вот лепесточков нам понадобится на одну заколку, у меня уходит 12 штук, длиной 13 сантиметров. Также нам понадобится клеевой пистолет, зажигалка, пинцет, ножницы. И также для серединки цветка я сегодня решила использовать вот такие бусины на леске. Мне кажется, это смотрится красиво, воздушно. Однако вместо них можно использовать любую красивую серединку, пуговицу, стразу и так далее. Итак, начнем делать наши лепесточки. Для этого складываем напополам отрезок ленты и зажигалкой скрепляем немножко кончики, чтобы зафиксировать нашу ленточку в таком состоянии. Также подплавляем ее по всему нижнему краю, и вот так пальчиком можно ее склеить. Она очень легко плавится. Держим сгибом вверх нашу ленточку и складываем ее ровно пополам. Вот этот уголочек тоже приплавляем. Чтобы вот получился вот такой вот эффект. Теперь что мы делаем дальше? Правый край мы немножко должны притопить вниз, вовнутрь. Уголок у нас внизу, и чтобы зафиксировать в таком состоянии его, опять же мы разогреваем огнем зажигалки и пальчиками быстро склеиваем это дело. Поворачиваем в другую сторону и симметрично также пальчиками притапливаем вниз уголок. Стараемся, чтобы было симметрично, да, чтобы лепесточек был у нас ровный, симметричный. И таким же образом здесь приплавляем, сплавляем между собой два слоя ленты. Вот что у нас получается.
Далее мы можем поступить двумя способами. Если вы сложите вот таким вот образом наш лепесточек, то цветок получится остролистный. А я же решила в этот раз сделать наоборот, поэтому загибаю стороны моего отрезка в другую сторону, и лепесточек получается вот такой вот скругленный. Далее совместили мы два краешка и лишнее отрезаем ножницами, срезаю, сплавляю место среза и склеиваю между собой все слои ленты. И лишнее также буду, чтобы наш лепесток был более плоский, я срежу где-то вот всю вот эту часть ленты ненужную мне. Срежу ножницами и обязательно приплавлю огнем зажигалки, чтобы лента не полезла. Чтобы не обжечь пальчики, я беру пинцетом за краешек, и не надо здесь, не нужно склеивать, а просто обработать все огнем. Получаем вот такой вот очень-очень объемный и очень воздушный и красивый лепесток. Лепесточек мой авторский, не знаю, может быть, у кого-то есть похожие, но придумался у меня вот такой вот лепесточек, и буду использовать его в своих работах. Вот таких вот лепесточков на одну заколку у меня уходит 12 штук, 6 на первый ряд и 6 на второй ряд в шахматном порядке по отношению к первому ряду. Итак, лепесточки у нас готовы, можно приступать к сборке цветка. Лепестки я буду фиксировать к основе на термоклей. Первый ряд нашего цветочка готов. Теперь в шахматном порядке будем подклеивать на термоклей второй ряд наших лепесточков. Наношу небольшое количество клея на самую узкую часть лепестка и тихонько прислоняю. Органза очень воздушный материал, очень легко он фиксируется на термоклей. Теперь займемся серединкой. Вот такие вот бусины на леске я взяла, чтобы украсить свой цветочек. Для этого я сделаю несколько вот таких вот петелек
точной инструкции, сколько и как их сделать, в каком количестве у меня нет. Я делаю по наитию, в общем, так, чтобы мне нравилось. Просто для такого небольшого акцента серединки нашего цветочка. Хотелось добиться максимальной воздушности. Буду крепить также на термоклей к серединке цветка. Несколько шариков пойдут у меня в серединку, в самую сердцевину цветочка. Три шарика на серединке и буду укреплять сердцевину цветка. Ждем, пока клей высохнет, термоклей, когда застынет и остынет, и тогда можно будет немножко проволочки подправить. И теперь, конечно же, осталось прикрепить нашу заколку на зажим для волос. У меня он заранее оклеен репсовой лентой шириной 1 сантиметр. 1 сантиметр. Можно также сделать такие цветочки, конечно же, на бесшовных резиночках. Ну вот, друзья, очень быстро делаются такие цветочки. Всего лишь 12 лепестков нужно сделать, а цветок получается потрясающе объемный, воздушный, он такой очень рельефный весь. Я результатом работы довольна своей и жду от вас комментариев, что вы думаете по этому поводу, понравились ли вам мои цветочки. Делайте для своих девчонок красоту, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых творческих встреч. Пока-пока.